Всем привет! Сразу извиняюсь за голос. Немного я простыла. Но у нас в разгаре клубничный сезон, и поэтому работа кипит. А кого-то эта прекрасная пора ждет только через пару недель. Клубнику мы любим, и я разными способами сохраняю ее на зиму. Так что сегодня выпуск посвящаю именно этой теме. В этом ящике около 7 килограммов клубники. Сначала ее нужно подготовить. Мыть клубнику лучше всего погружным способом, не отрывая предварительно чашелистики. Воду желательно поменять и помыть еще разок. После этого клубнику обсушиваю на полотенце и обрываю хвостики. Для первой заготовки клубники мне понадобится немного. В этой чашке всего 300 граммов. Сделаю из нее клубничное масло. Отправляю в чашу блендера и пробиваю короткими импульсами. У меня нет цели полностью превратить ее в пюре, мне нужно, чтобы оставались небольшие кусочки. Это количество клубники у меня уйдет на 800 граммов сливочного масла. Оно должно быть мягкое, комнатной температуры. Добавляю 80 граммов сахарной пудры и клубничную массу. Перемешиваю лопаткой до равномерного распределения клубничных кусочков. Теперь контейнеры выстилаю полиэтиленом так, чтобы свисали края. И заполняю клубничным маслом. Всего получилось 3 пол-литровых контейнера. Убираю их в морозилку. Когда масло полностью замерзнет, достаю и разрезаю каждый на 3 части. Каждая часть примерно 130 граммов. Упаковываю в пергамент и убираю в общий плотный пакет. При минус 18 градусах такое масло пролежит 10-12 месяцев, если, конечно, сливочное масло использовалось свежее. Это очень ароматное и приятное дополнение к разным блюдам. Использую для блинчиков, оладушек, сырников и разной другой выпечки, а можно и просто на горячий тост намазать. Следующим способом замораживаю клубнику каждый год без исключения, как, наверное, и многие. Покажу свой вариант клубники с сахаром. Примерно тут 2 килограмма 200 граммов подготовленных ягод. Я их разделила на 2 части. Вот здесь около 1,5 килограммов разных ягод. Больших, маленьких и тех, которые пришлось обрезать. А в этой чаше около 700 граммов мелких, примерно одного размера. Их пока не трогаю. Беру первую чашу. Перекладываю ягоды в блендер. На это количество ягод я беру 220 граммов сахара, то есть 10% от общего веса клубники. Включаю блендер в импульсный режим работы, так быстрее получится. Можно здесь и погружной блендер использовать, и кухонный комбайн, и даже мясорубку. Теперь по небольшим контейнерам объемом около 300 мл раскладываю по горсточке мелкой клубники. Это лакомство очень любят дети, поэтому я замораживаю порциями на одного человека. Разливаю клубничное пюре. Немного до верха не доливаю. При замерзании пюре слегка увеличится в объеме. Закрываю крышками и замораживаю. Перед употреблением размораживаю. Очень вкусно. Замороженные таким образом ягоды лучше сохраняют структуру и вкус. Хранить можно год, но у нас так надолго такая клубника ни разу не задерживалась. Еще обязательно каждый год заготавливаю клубничное пюре без сахара. Клубнику также отправляю в блендер. Здесь у меня 1 килограмм 800 граммов клубники. Подойдет, как и в предыдущем рецепте, любых размеров и форм. Пробиваю до состояния однородного пюре. Обязательно дополнительно протираю через мелкое сито. Разливаю полученное пюре по формам. Одна порция объемом около 80 мл. Для хранения удобнее использовать кубические формы, но за неимением таковых использую какие есть. Обязательно разливаю пюре и по маленьким формам для конфет и для льда. Замороженное таким образом пюре я активно использую и обязательно буду в этом году запасать еще. После полной заморозки извлекаю пюре из форм. Как видите, силиконовые формы очень удобны в этом деле. Помещаю все в общий контейнер.
Большие заготовки использую для разных десертов, напитков, тортов, муссов, желе, смузи и так далее. Пюре в маленьких формочках иногда храню в отдельном контейнере, но если позволяет объем, можно и вместе с большими хранить. Такой лед использую в разных напитках для охлаждения, придания вкуса и аромата. Даже в чай иногда добавляю и в молоко. Детям такое нравится. Следующий способ требует определенного времени, но все же оно того стоит. Буду готовить клубничные цукаты. Клубнику выбираю не крупную и плотную, без повреждений. Здесь 1 кг. На этот вес беру 800 граммов сахара и добавляю 100 мл воды. Ставлю на огонь и варю сироп. Как только сахар растворится и сироп начнет активно кипеть, выкладываю клубнику. Как закипит, варю 1 минуту и выключаю. Теперь все нужно полностью охладить. Как только остынет до комнатной температуры, сливаю сироп в кастрюлю и ставлю его на плиту. Даю покипеть минуту. Заливаю клубнику горячим сиропом и снова кипячу. Повторяю эту процедуру 5-6 раз в зависимости от размера ягод. На 5-й раз ягоды уже стали плотнее, а сироп гуще. После остывания откидываю ягоды на дуршлаг, даю сиропу полностью стечь. Ягоды выкладываю на противень, застеленный пергаментом. Нужно будет их просушить. Можно сушить при комнатной температуре несколько дней, но я сушу в духовке при температуре 90 градусов около 15-20 часов. Время зависит от ягод, сиропа, духовки, плотности укладки и желаемой степени просушки. Спустя часов 8 от начала просушки ягоды можно перевернуть, так будет немного быстрее. Сироп тоже не пропадет. Кипячу его и заливаю в чистую стеклянную емкость. Использую в основном для пропитки тортов или в качестве дополнения к блинчикам или мороженому. Но если он очень густой, перед использованием можно слегка разбавить кипятком. Вот так выглядят просушенные цукаты. Они слегка липкие, но при желании можно достичь полной просушки за больший период времени. Я их использую в выпечке, украшаю пирожные, торты, особенно люблю добавлять в рождественский кекс и пасхальные куличи. Найти в продаже хорошие клубничные цукаты не так легко, поэтому предпочитаю иметь небольшой запас. Храню тоже в морозилке, предварительно замораживаю отдельно на полиэтилене, затем перекладываю в контейнер. Такие цукаты могут храниться в морозилке до 2 лет. И еще один вариант хранения клубники – это сушка. Для этого отбираю плотные ягоды, удобнее работать с крупными. 800 граммов здесь. Нарезаю их пластинками примерно одинаковой толщины, по 2-3 мм. Сушить буду в духовке, поэтому раскладываю на противень, застеленный пергаментом. Духовку включаю в режим конвекции при 70 градусах, одновременно сушу 2 противня. Дверцу духовки иногда нужно открывать для выхода пара. У меня сушка заняла 8 часов, но время может отличаться. С пергамента снимается легко и быстро, без усилий. Кусочки должны быть хрупкие и хорошо просушенные. Чаще всего делаю из сушеной клубники клубничный порошок. Целые пластинки использую редко. Отправляю в чашу блендера и перемалываю. Если блендер не полностью справился, можно воспользоваться кофемолкой. Для того, чтобы порошок не отсырел и не сбился в ком при хранении, использую рис. Делаю мешочек из марли, отправляю его в баночку и засыпаю клубничный порошок. Использую его в коржах для торта, добавляю в крем, сладкий соус, разные десерты. Вкус клубники очень насыщенный, при том, что порошка требуется совсем чуть-чуть. Как видите, отдельно целые ягоды клубники я не замораживаю, для меня это не целесообразно. Торт ими не украсишь, внешний вид при размораживании будет потерян. Прослойку добавлять тоже не люблю, не та структура. А для многих других целей мне удобнее использовать ранее замороженное клубничное пюре и остальные заготовки. Спасибо, что досмотрели до конца. Ставьте лайк, если видео вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал. У меня еще много рецептов, которые вас удивят.